Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я покажу, как связать вот такую небольшую салфетку крючком. Салфеточку можно использовать как подставку под кружку, вазочку или просто как украшение для дома. Вяжется она несложно, столбиками с одним накидом. Для работы можно взять любые остатки пряжи. Я взяла пряжу 240 метров в 100 граммов, крючок номер 2,5. Итак, приступим к вязанию. Сделаем начальную петлю и провяжем цепочку из 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь цепочку сомкнем в кольцо, вводим крючок в первую петлю цепочки и провязываем соединительный столбик. В кольцо провяжем 20 столбиков с одним накидом. Сделаем 3 воздушные петли подъема. Эти 3 воздушные петли подъема нам заменят 1 столбик с накидом. Делаем накид, вводим крючок в кольцо и провязываем второй столбик с одним накидом. Дальше я буду конец нити накладывать на край цепочки и обвязывать ее вместе с цепочкой. Делаем накид, провязываем третий столбик с одним накидом и так провяжем все 20 столбиков. Должно получиться 20 столбиков. Затем вводим крючок в вершину первого столбика и делаем соединительный столбик. Мы провязали первый ряд. Конец нитки можно обрезать. Начинаем вязать второй ряд. Делаем 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. И начинаем вязать столбики с накидом. В первую петлю провязываем столбик с накидом. У нас получилось 2 столбика с накидом. Делаем 2 воздушные петли. И в следующие 2 петли провяжем по одному столбику с накидом. В первую петлю столбик с накидом. И в следующую второй столбик с накидом. Опять провязываем 2 воздушные петли, 1, 2. И в следующие 2 петли нижнего ряда провяжем по одному столбику с накидом. В первую петлю 1 столбик и во вторую петлю 1 столбик. 2 воздушные петли и в следующие 2 петли по одному столбику с накидом. Так провяжем весь второй ряд. 2 воздушные петли и так далее. Провязала 2 последние воздушные петли, вводим крючок в вершину первого столбика, делаем соединительный столбик. Мы закончили второй ряд. Теперь мы будем вязать элементы вот под воздушные петли, вот в эту арочку. Нам нужно перебраться туда, в следующую петлю провязываем соединительный столбик и под воздушные петли вводим крючок, провязываем второй соединительный столбик и начнем здесь вязать столбики. Делаем 3 воздушные петли подъема, накид на крючок, в это же место провязываем второй столбик с одним накидом. 2 воздушные петли, 1, 2, и в эту же арочку еще 2 столбика с накидом. 1, 2. Вот такие элементы мы будем вывязывать в каждую арочку под воздушные петли до конца ряда. В следующую арочку вяжем 1 столбик, второй, 2 воздушные петли,
1, 2 и еще 2 столбика. 1, 2. Провяжем до конца ряда арочки. Вот я довязала последний столбик. Вводим крючок в вершину первого столбика, провязываем соединительный столбик. Должно получиться 10 вот таких арочек. Вводим крючок в следующую петлю предыдущего ряда и провязываем соединительный столбик 1 и в арочку второй соединительный столбик. Будем вязать 8 столбиков с одним накидом в арку. Делаем 3 воздушные петли подъема, они заменяют нам первый столбик, накид, второй столбик, сюда же третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Вот такую группу из 8 столбиков будем провязывать в каждую арку. Вот в нижний промежуток между столбиками провязываем столбик без накида, 1 столбик без накида, следующую арку 8 столбиков с накидом. Начинаем вязать 1, сюда же второй, третий, четвертый, пять, 6, 7, 8. Вот такие получаются лепесточки. В промежуток между столбиками столбик без накида. Так, мы закончили последний ряд. Теперь конец нитки выведем на изнанку. И через петельки провяжем пару столбиков таких. 1, 2, просто чтобы закрепить нитку. Вот так провяжем и можно обрезать. Все, мы связали нашу салфеточку. У меня получилось 10,5 сантиметров. Если вы возьмете потолще нитку и крючок, у вас будет размер больше. Итак, пишите свои комментарии, задавайте вопросы. Всего вам хорошего, до свидания.